Всем добрый день, с вами Татьяна. Сегодня хочу вам показать, как я буду вязать вот такие вот тапочки. Тапочки спицами связаны. Все полностью вязала платочной вязкой, лицевыми петлями. Значит, сейчас сразу буду замерять. По подошве растягивается очень хорошо. На 1,5-2 сантиметра растягиваются еще. По подошве 23 сантиметра. Еще подтянуть до 25. Поэтому от 37 до 39. Единственное, примеряйте ширину. Вот если будет широко по подошве, сделайте меньше петель, чем у меня будет видео. Вяжутся несложно, быстро. Вот за пару дней тапочки готовы. Вязать буду спицами номер 3. Теперь пряжа у меня, какая у меня пряжа. В этот раз я взяла толстую пряжу. Это у меня Ализа Меди с шерстью 170 метров в 100 граммах. И по плотности, я не знаю, какая это марка, честно сказать. Моток у меня лежал, по плотности посмотрела, она подходит. Поэтому я вот взяла два цвета. Вот таких вот два цвета я взяла. Хотя можно это сделать однотонным цветом, контрастным просто. Ну, я решила секционку такую вот использовать в этот раз. Значит, если взять пряжу размером, метражом больше, 220-250 метров, то у вас размер, соответственно, получится меньше. Вот это вот. Я еще запланировала такую же модель, только немножечко с изменениями. Еще парочку наметила связать, но это немножко попозже. Сейчас другие дела есть. Так, значит, что еще? В процессе вязания я все замеряла, спицы назвала. Переходим к вязанию. На спице номер 3 я наберу 11 петель обычным способом. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Теперь все буду вязать лицевыми петлями. Первый ряд провяжу белым цветом. Следующий ряд у меня будет цветной нитью. И так я буду чередовать: один белым полный ряд, один цветным полный ряд. Лицевой, изнаночный. Все вяжу лицевыми петлями. Так провяжу 9 рядов, чередуя белым, цветным, белым, цветным. Подключила цветную нить. Так. Второй ряд вяжу цветным, все лицевыми. Провяжем до конца все лицевыми и вернемся опять все лицевыми. Следующий ряд буду вязать белым цветом. Последняя кромочная у меня изнаночная. Перешли на изнаночную сторону. Первую снимаю. Далее все вяжу лицевыми. Переходим на лицевую сторону. Меняю цвет. Опять вяжу все белым. Так я провяжу 9 рядов. Белым, цветным, белым, цветным. Я провязала 9 полных рядов. Если у вас размер больше, можете еще пару рядов провязать, чтобы удлинить. Так, дальше. Теперь в каждом лицевом ряду в начале ряда я буду делать по одной прибавке, по одной петле буду прибавлять. Это вплоть до мыска в каждом лицевом ряду. Так. Одну петельку прибавила. Сюда я вяжу лицевыми до конца ряда. И обратно по изнаночной стороне вернемся лицевыми. Довязываем изнаночную сторону.
Опять меняем нить, опять белый цвет, провязываю в начале ряда, делаю одну добавку, до конца ряда все вяжу лицевыми. Со следующего ряда с цветного я сделаю несколько убавок. Довязываем все лицевыми белым цветом и возвращаемся по изнанке по узору. Так, вяжем дальше. Что я сделала? Что я сейчас буду делать? Смотрите, я провязала сейчас 11, по зубчикам посчитать, 11 рядов в высоту. Здесь с 10 ряда я начала делать по одной прибавке в начале ряда. Так я буду продолжать до мыска. Теперь, сейчас у меня будет 12 ряд. Я вам сейчас покажу на готовом мыске, чтобы это было более наглядно и понятно, как я буду вязать дальше. Вот смотрите, вот это вот у меня такая будет верхняя часть. Вот сейчас я вяжу такую деталь. Вот я провязала сейчас 12 рядов. И теперь я сделаю до начала мыска. Вот здесь по этой стороне у меня будет 7 убавок. Я буду только в цветных рядах убавлять через ряд, то есть сделать по одной убавке. Если я убавку эту не сделаю, мысок получится вот на сантиметр выше. Получится эта часть боковая, вот так у нас будет продолжаться, и она здесь будет высокая. Это уже будет другая модель, она больше подойдет к тапочкам на подошве. Значит, здесь, с этой стороны, мы так и продолжаем в начале ряда до самого мыска. Вот мысок я называю вот эту вот центральную часть. Продолжаю я добавлять по одной петельке. В начале ряда буду добавлять. Провяжу сейчас 24 ряда вот до мыска. Опять же, вот ориентируйтесь в длину. Я вот ориентировалась, вот так вот примеряйте на свою ногу. Вот у меня вот средняя часть вот дошла. Ну, это еще соберется все на подошву, немножечко скукожится, так сказать. Так что вот так вот ориентируйтесь. Провяжу 24 ряда, как я уже сказала. И здесь начну вязать вот последнюю вот эту вот часть, начну вязать укороченными рядами. Потом провяжу центральную часть. Потом точно так же в зеркальном отражении. Вот. Как заканчивала, точно так же здесь я убавляла, а здесь буду добавлять наоборот. Ну, до этого мы еще дойдем. Значит так, сейчас вяжу одну, добавляю, а здесь несколько раз убавлю. Я убавлю 7 раз. Когда провяжу вот эту вот деталь до конца, потом уже замерю это все в сантиметрах. Значит, в цветном ряду, как я уже сказала, я буду в конце ряда делать по одной убавке. Белой нитью буду провязывать по узору, только в начале ряда буду одну прибавлять. Так, цветная нить у меня. Вяжем все до конца лицевыми. Так, в конце ряда 2 петельки провязываю вместе. Последняя у меня кромочная, изнаночная. Изнаночная сторона, переходим, вяжем все по узору, все лицевыми петлями. Довязываем до конца ряда. Довязали изнаночную сторону, перешли на лицевую. Меняю цветную на белый цвет, цветной цвет на белый. Опять в начале ряда одна добавка. Вяжу лицевыми до конца. И в конце вяжем все по узору. Здесь только в начале ряда белым цветом. Далее перейду на цветную нить. В конце буду делать одну убавку. В общем, чередовать через один ряд немножечко вот среднюю часть, выемку такую нужно будет сделать. Так, сейчас я так провяжу 24 ряда, к вам вернусь и будем делать укороченные ряды. Вяжем, девочки. Отвяжу, все замеряю. Так, провязала я до укороченных рядов, дошла. Значит, сейчас как бы так замерить сразу в длину в сантиметрах. 11,5 у меня получилось. Начало 4,5, немножко больше. Ну, это что растягивается еще. И здесь 8 сантиметров. Значит, если у вас размер меньше,
можно начать делать укороченные ряды на один ряд меньше. И вот это вот начало, первые 9 рядов тоже можно на один ряд меньше провязать. Но если же размер больше, вот эту вот часть на пару рядов удлините. Или же, как я уже говорила, если пряжа у вас будет тоньше, то размер, соответственно, уменьшится. Но из плотной пряжи они лучше смотрятся, такие вот стоячие прям получаются. Так, теперь что я буду делать дальше? 24 ряда я отвязала. В конце ряда буду поворачивать, делать укороченные ряды. В первом ряду не довяжу вместе с кромочной 3 петельки, со следующего ряда по 2 петельки буду убавлять. В начале ряда так и буду продолжать делать прибавки. Так, вяжем теперь укороченными рядами до мыска буду вязать. Иду до конца ряда опять все лицевыми. Не довязала в первом ряду 3 петельки, разворачиваюсь обратно. Так, здесь как я буду делать? Снимаю одну петельку первую с накидом вот так вот. Немножко перетянула ее, перетянула. И далее все до конца ряда продолжаю вязать лицевыми. Вяжем до конца ряда лицевыми. Так, последние петельки довязываем. Это у нас был накид. Кромочная, изнаночная. Перешли на лицевую сторону. Меняю цвет. И опять продолжаю, делаю одну добавку. И не довязывая 2 петелек, вернусь обратно. Так, вот у меня одна петелька перетянутая осталась, и вторая. Я их не довязываю. Возвращаюсь обратно. Опять первую снимаю, перетягиваю ее. Вот первую сняла, перетянула ее. И далее продолжаю вязать лицевыми. Все. Все так же чередуем цвет. Белый цветной, белый цветной. Вначале делаю одну добавку. В конце не довязываю 2 петельки, возвращаюсь обратно. Значит, так я буду убавлять, пока у меня на спице не останется 8 петель. А потом перейдем, будем вязать среднюю часть. Вяжем, убавляем петли. Закончила я укороченные ряды делать. Вот такая вот деталь у меня получилась. Вот эта вот у нас часть пойдет сейчас на мысок. Значит, смотрите, последний ряд у меня 8 петель цветной нитью осталось. Сейчас первый 3 убавила, далее убавляла по 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и вот последние 8. Так, это что, 2? Все просматриваю, чтобы нигде ничего лишнего. Но я уже пересчитала 10 раз это все, поэтому все должно быть правильно. Так, теперь что я буду делать дальше? Все эти петли провяжу сейчас белым цветом. Так, добавки мы больше не делаем. Все. Вяжем все, собираем их в кучу. 1, 2, 3, 4. Так, провязываем. Так, вот смотрите, что у нас здесь. 7 петель провязала. Далее у нас идет вот она перекрученная вот эта вот петелька. И вот так вот тоже провязала, подтянула. Далее по 2 у нас идет сокращение, провязываем все, провязываем лицевые. Эти 2 вместе, которая была с накидом, перекручивала, так их и провязываю 2 вместе. Все, так провяжем все петли до конца ряда. Пришли в конец ряда, осталось 3 петельки. Провязываем их все тоже лицевой. И обратно по изнаночной стороне вернемся все лицевыми.
У меня получилось 29 петель. Так, по изнанке возвращаемся, вяжем все лицевыми. Провязали по изнанке все лицевыми. Сейчас будем вязать центральную часть. Вот смотрите, опять вот эту вот часть буду провязывать. Здесь у нас нет уже никаких добавок, убавок. Все будем вязать по узору. Так, вяжем. Значит, первый ряд белым провязали. Теперь первый ряд цветная нить. Одна кромочная. 1, 2, 3. Провязали цветной нитью 3 петли. Вместе с кромочной я их считаю 4. Так далее, дальше буду говорить. Вместе с кромочной буду считать. Далее одну петельку снимаю, не провязывая. 3 петли лицевыми цветной нитью. Одну сняли. Опять 3 лицевых, одну сняли. Так вяжем до конца ряда, и в конце ряда у нас опять будет 4 петли цветных. 3 лицевых, одну сняли, 3 лицевых, одну сняли. Так вяжем до конца ряда. Пришли в конец ряда, и последний у нас вместе с кромочной 4 петли цветной нитью. Так, перешли на изнанку. По изнанке опять же вяжем все лицевыми. Снятые петли будем снимать, не провязывая. Кромочную снимаю. Что провязывали цветной нитью, провязываем лицевыми. Нить перенесли, эту петельку опять сняли. Нить вперед, провязываем 3 петли. Не провязанную снимаем, остальные провязываем лицевыми. Так вяжем до конца ряда. Пришли на лицевую сторону. Следующий ряд полностью провяжем все белым цветом. Все петельки провяжем лицевыми белым цветом, и по изнанке вернемся все лицевыми. Этот ряд идет без изменений. Все вяжем белым. Вот так вот все вяжем до конца белым цветом. Провязали лицевой изнаночный ряд белым цветом, перешли на лицевую сторону. Следующий ряд, первые 6 петель вместе с кромочной провязываю цветной нитью. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Теперь вот среднюю петельку снимаю. Вот этот кирпичик у нас образовался. Среднюю петельку снимаю, не провязывая. Далее 3 петли цветной нитью. Все, далее продолжаем по узору. 3 петли провязываем цветной нитью, одну белую снимаю, не провязывая. Так идем до конца ряда, и в конце ряда у нас точно так же последние 6 петель будут цветным. 1, 2, 3, одну снимаем. 1, 2, 3, одну снимаем. Так, вяжем до конца ряда. И в конце ряда последние 6 петель цветной нитью. Так, все, теперь по изнаночной стороне снятые петли снимаем, не провязывая. Цветные провязанные провязываем лицевыми. Точно так же, как мы делали в первом ряду. Только единственное, что здесь вот эти вот снятые петли мы поменяли местами. Вот такую кирпичную кладку такую сделали. Так, первую снимаю, вяжем провязанные, вяжем лицевыми, снятые снимаем. Следующий ряд у нас опять будет белым, и потом у нас пойдет опять повтор с первого ряда. Так, сняли, не провязывая, сняли нить вперед и вяжем далее до конца ряда. Опять лицевыми, снятую снимаем. Перешли на лицевую сторону. Опять все петли провязываю белым цветом. Как я уже говорила, будем чередовать. Следующий ряд у нас начнется повтор с первого ряда. Первые 4 петли цветным, потом снятая, потом 3 цветным провязываем, а опять петельку снимаем. И так будем чередовать. Первый, второй ряды будем чередовать. Всего я провяжу 5 раз.
Если, понятно, первый и второй ряд вяжем, чередуем. Я провяжу 5 раз. Если же вам, вот смотрите, 1, 2, 3, 4, 5. 5 раз провяжу. Сколько у меня в сантиметрах будет? Нитка у меня одна и та же, просто это разные мотки. В сантиметрах у меня сколько в сантиметрах? 4,5. Если же вам эта часть будет широко, можно, ничего страшного, на один ряд провязать меньше. В общем, примеряйте, сориентируйтесь. Сейчас провяжем эту среднюю часть. Я к вам вернусь и начнем поворачивать вторую сторону, довязывать. Вяжем. Провязала я среднюю часть, 5 раз вот кирпичики провязала, закончила точно так же, как мы начинали, ряд лицевой белым, ряд изнаночным белым. Теперь буду вязать вторую половинку, точно так же, как вязали первую, только в зеркальном отражении. По краю я здесь добавляла петельки, здесь я буду по одной убавлять. Здесь я убавляла несколько раз, 7 раз я убавила, здесь буду добавлять по одной, получается. Значит, я закончила, у меня 8 петель было последних цветных, точно так же я сейчас и начинаю. Замерить я еще хотела вам. Высоту получился мысок у меня 11,5 сантиметров, даже чуть больше. Ну, до 12 не доходит. Средняя часть, вот это вот именно полоса 4,5. Так, вяжу дальше. Что у нас? Значит, сколько у нас вот рядов получилось? У меня 34 ряда полных. Точно так же сейчас вяжу вторую половину. Так, провязываю 8 петель. Первые 8 петель провязываю. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Провязала. Возвращаюсь обратно. 2, 3, 4. Так, следующий ряд. Кромочная, изнаночная. Так, перехожу на белый цвет. Опять у нас белым. Теперь я буду добавлять по 2 петельки. Укороченные ряды опять идут только в обратную сторону. Так, первые. А здесь буду делать убавку в начале ряда. Первые 2 вместе провязала, одну убавила. Далее вяжем до конца и прибавим 2 петельки. Две петельки прибавила. Развернулась, опять снимаю вместе с накидом, перетянула ее и до конца вяжу опять лицевыми. Перешли на лицевую сторону, меняю опять цвет. Опять одну здесь убавляю в начале ряда. Далее вяжу все цветными и 2 петельки добавляю. Вот она у нас снятая, перетянутая петелька. Провязываю ее, 2 вместе получилось, вместе с этим накидом провязала, 2 добавила еще, 1, 2. Вот, все ровненько, никаких дырок нет у меня, видите. Теперь опять снимаем, перетянули ее и далее вяжем лицевыми. Так буду вязать, добавлять по 2 до последней петли. Вяжем. Довязываю я до конца, заканчиваю укороченные ряды свои. Так, последняя вот у меня провязали, и остается у меня 3 петельки. Я их провязываю все лицевыми. Последняя изнаночной. По изнаночной стороне опять возвращаемся все лицевыми петлями. Со следующего ряда я начну делать в конце через ряд по одной прибавки 7 раз, как я делала с этой стороны. Так, вяжем лицевыми. Пришли на лицевую сторону. Опять меняю цвет. Продолжаем. Еще раз провяжу, а дальше уже будем заканчивать сами. Так, опять здесь убавляю в начале ряда. Вяжу до конца
Все белым цветом. Все лицевыми вяжу. Так, пришла в конец ряда. Одну петельку добавлю. Я по той стороне добавляла в цветных рядах, а здесь, получается, в белом я буду добавлять. Ну, так сложилось. Одну добавила. Следующий ряд я добавлять не буду. Через ряд. Так будем чередовать. Здесь одну добавлю, здесь убавлю. 7 раз я это сделаю, как я уже сказала. Последние, сколько у нас здесь было, 9 рядов, мы провяжем ровно. Точно так же, как вязали в начале. Сейчас что делаем? Вяжем в начале ряда одну убавляем, в конце через ряд добавляем. Следующий ряд повторяем все то же самое. В начале ряда 2 вместе, до конца ряда лицевыми, в конце ряда, нет, это у нас цветная нить, далее все вяжу лицевыми, и изнанку тоже все вяжем по узору. А белый цвет по этой стороне я буду делать по одной добавке. Вначале добавила, далее вяжу все лицевыми. Последнюю провязываю изнаночной. Все, провязали ряд по узору, развернулись, все вяжем лицевыми. Следующее у нас будет белый цвет идти. Вначале я одну убавлю, в конце одну добавлю. Провяжем точно так же до конца, закроем петли, потом перейдем на обвязку, на подошву вяжем. Закончила вязать вторую половину, закрываю петли обычным способом. По 2 петельки вместе провяжу. Так, теперь что буду делать дальше? На круговые спицы наберу петли с боковой стороны. По всему следочку буду набирать петельки. Значит, вот это вот до мыска количество петель с одной стороны и со второй стороны. Просчитайте их потом, чтобы количество петель совпадало, чтобы у нас потом ничего не перетянуло. Так. Кому удобно здесь набирать спицей, можете набирать спицей, но здесь плотно, поэтому я набираю крючком. Так, по одной. Белая, зеленая. Вот видите, у меня тут плотно сидит, поэтому я спицей не подлезу. Так, наберем петли. По изнанке первый ряд я провяжу лицевыми. Потом еще 3 ряда провяжу все изнаночными. Опять же, зависит от размера. Можно провязать и на пару рядов больше. Тогда подошву уменьшить петли. Так. Ну, здесь понятно, вроде бы набираем петельки. Так, белую набрала, теперь у меня цветная. Набираем петли, провязываем. Набрала петли, теперь по изнаночной стороне вяжу первый ряд, провяжу лицевыми все, перейду на лицевую сторону, первый ряд по изнанке вяжу все лицевыми, по лицевой стороне второй ряд провяжу изнаночными, потом еще ряд изнаночными и опять изнаночными.
Перешли на лицевую сторону. Вот такой вот у нас получается. Подтянули. Так, второй ряд по лицевой провяжу плотненько изнаночными. И потом еще 2 ряда добавлю опять изнаночными. Вот. Вяжем. Закончила ввязывать следок есть. Так вот получается. Теперь смотрите, что я сделаю. Значит, на средних 9 петлях я начну вязать подошву, потом я немножечко буду расширять. Сейчас я спицы вот так вот перегоню на переднюю часть. Пересниму петли на спицу. И они у меня, обе спицы, будут смотреть на начало подошвы. Так, перегоняем петли. Так, переходим к подошве. Посмотрите, я средние 9 петель. Вот от начала, от первой и вот до последней как раз получилось у меня 9 петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. На 9 петлях буду вязать подошву. Смотрите, на готово я сразу покажу. Начинала с 9, расширю 15, до 15 расширю. Провяжу вот до конца. И в конце, не довязывая несколько рядов, я убавлю до 9, до 10 петель опять, до 9, раз я с 9 начинала, до 9 убавлю, и вот провяжу пятую. При необходимости на пятке тоже можно убавить. Если вам вот этой вот объема будет достаточно, можно здесь просто на нет сойти, закрыть подошву, оставить 4 петли и вот так вот узко закрыть тогда на 4 петлях, закрыть задник. Ну, я провяжу с пяточкой, потому что у меня клиент нога не очень узкая, поэтому я провяжу с пяткой здесь. Так, вяжем подошву. Все вяжу лицевыми опять. Так. Первый ряд провяжем до конца все лицевыми. И вернемся по изнанке лицевыми. По изнаночной стороне я буду делать первую добавку, прибавку. Провязала лицевыми. Сейчас я эти петли подтяну. Петли спицы развернулась. Первую сняла. Опять вяжу все лицевыми. До конца ряда лицевыми. Последнюю петельку провязала лицевой. Теперь одну петельку с боковой спицы добавляю, тоже провязываю ее лицевой. Перешли на лицевую сторону. Продолжаем вязать. Все, платочная вязка. Я вяжу лицевыми петлями. Первую снимаю, все до конца ряда вяжем лицевыми и одну петельку добавим с боковой спицы. Примеряйте, будем расширять. Какая вам ширина нужна, вот примеряйте. У кого-то, может быть, достаточно будет 10 петель, кому-то нужно будет 17 петель, поэтому вот у меня 15 на одном тапочке было, на второй паре у меня 17 петель, потом я их буду убавлять. Я 2 пары сразу, первую закончила, вторую начала. Так, последняя петелька, что у нас тут уже лицевая. И добавляем одну с боковой спицы опять. Лежать. Добавили. Подтянули. Развернулись. И опять все вяжем лицевыми. Одну петельку добавляем. Точно так же по лицевой стороне. Когда закончим добавку петель, тогда будем по методу пятки просто их соединять. Вяжем сейчас, добавляем петли. Расширила подошву, набрала нужное мне количество петель. Далее последнюю петельку и петельку с боковой спицы я буду соединять, провязывая вместе по изнаночной стороне. 2 вместе провязываю лицевой петлей. Перешли на лицевую сторону. Первую снимаю, все остальные до последней петельки вяжу лицевыми.
И последнюю провяжу вместе. Так, все вяжем лицевыми. Пришла в конец ряда, вот она последняя петелька. Провязываю с петелькой с боковой спицы 2 вместе по лицу. Я провязываю по лицевой стороне изнаночной петлей. Все. Далее вяжем все до конца. Я не довяжу 4 ряда, к вам вернусь и будем убавлять немножечко. Вот перед пятой буду убавлять немножко подошву. Значит, я расширила, у меня 17 петель, мне это подходит. Так, в сантиметрах это у меня получилось 7 сантиметров. Ну, сейчас провяжу точнее, выйдет, сколько это будет. Вот так вот это вперед получается. Так, вяжем все, довяжем до конца, я к вам вернусь. Заканчиваю вязать подошву. Сейчас в конце я убавлю здесь по несколько петель. Перейду на пятую вязать. Вот такой вот, как его здесь вот развернуть. Вот такой вот тапочек получился. Ну, подошва у меня широковатая. Это у меня 17 петель, как я сказала. У меня широкая нога. Поэтому это много петель. 13-15 максимум. Так, значит, сколько вам нужно будет убавить вот здесь петель по подошве на пятую, столько вот здесь вот петель и оставим. Теперь первую снимаю по подошве. Далее в каждом лицевом ряду я буду по 2 петельки провязывать. 2 вместе провязала, вяжу до конца ряда и точно так же убавлю в конце ряда. Пришла в конец ряда, опять 2 петельки провязала вместе, последняя, 2 вместе изнаночные. По изнаночной стороне вяжу без изменений, по лицевой стороне буду петельки убавлять по 2 вместе. Я на пятую оставлю 9 петель, убавлю сейчас. Так, довязываем подошву, при необходимости убавляем петли. Закрыла я петли, убавила, то есть я петли подошвы. Теперь что я буду делать дальше? Смотрите, сейчас я по боковым сторонам подниму петли на пятку. Можно, конечно, сразу по одной петельке вытаскивать и провязывать, но я вот по-другому немножко сделаю. Вот тут с обвязки по 2 петельки получится. Один, два, три. Под дужками вела, вытащила петельку. Так, наберу до конца и обратно вернусь лицевыми петлями. Точно так же потом сделаю с обратной стороны. Подняла петли, у меня 13 петель получилось. Разворачиваюсь и провяжу их все лицевыми. Так. Точно так же сделаю на этой стороне, а потом уже с лицевой стороны буду соединять петли пятки. Так. Провязываю все лицевыми. И петли подошвы тоже сейчас провяжу лицевыми вот до последней. Провязала по изнанке. Теперь по лицевой стороне набираю эту боковую сторону. Так, 1, 2. Точно так же вот под дужками вытягиваю петельку. Наберу петли и провяжу их уже по лицевой стороне изнаночными. И далее уже буду вязать пятку, убавлять крайние петли, провязывать вместе. Так, набираем здесь петельки. Провязала по изнаночной стороне изнаночными, значит, этот край, вот смотрите, получился изнаночными, эта сторона тоже изнаночными. Середину вяжем сейчас лицевыми и соединяем одну петельку с середины, одну петельку с боковой спицы, провязываем 2 вместе. Вяжем пятую, заканчиваем наш следок. Провязываю все лицевыми, последнюю петельку по лицевой стороне буду провязывать 2 вместе изнаночной, по изнаночной стороне буду провязывать 2 вместе лицевой.
Последняя петелька. Две вместе соединила. У нас вот это вот соединительный шов продолжается, он уходит вот в пятку. Первую снимаю, вяжу все лицевыми. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 петля. Провязала лицевой. Все, перешли на лицевую сторону, продолжаем так. Первую снимаю, остальные все вяжу лицевыми, последнюю петельку соединяем. При необходимости можно вот по пятке кверху еще сделать убавки, убавить пятку, чтобы не был сильно широкий вот этот вот верх окат сам. Так, вяжем, заканчиваем пятку. Закончила вязать пятку, закрыла петли. Зачем я его надела на манекен? Показать вам. Вот смотрите, вот широко получилось. Сейчас мы будем делать обвязку, и эти петли немножечко сократим. Так, на спице номер 2,5 теперь. Так, смотрите, что я теперь буду дальше делать. Вот последняя петелька. Взяли ее на спицу. По всему верху наберу петли, и в следующем ряду с одной стороны по 2 по 3 петельки, с другой стороны по 2 по 3 петельки провяжу вместе, убавлю. Так, опять можно спицей, можно крючком, кому как удобно. Ну, здесь свободно идет, можно поднимать. Набираем петли. Набрала петли. Теперь все буду вязать изнаночными. Провяжу где-то сантиметра 3 в высоту. У меня сейчас 64 петли. Я 4 петли убавлю. Я вот здесь в последних рядах убавила. Но сейчас еще убавлю. Значит, 4 петли мне нужно убавить. 2 по этому краю, 2 по тому краю убавлю. Вот 2 вместе провяжу. Вот сейчас первый ряд вяжу изнаночными. И сразу 2 петельки. Вот в начале одну провязали, 2 вместе. Вяжем дальше изнаночными. И вот в конце ряда тоже провяжем 2 вместе. Где самое широкое место, там 2 петельки и убавим. Если нужно убавить больше, провяжите по 3 убавки, сделайте тогда. Так, вяжу все изнаночными. Петли не переворачиваю. Весь ряд буду вязать, все ряды буду вязать изнаночными. Ах, петля соскочила у меня. Ну надо же, ну. Так, я пойду петлю поднимать. Еще одну сделаем убавку. Все вяжем изнаночными. На этой стороне тоже 2 петельки сокращу. Провяжем желаемую высоту. Получится у нас с изнанки лицевая гладь. Снаружи у нас получится все изнаночными. Я к вам вернусь и примонтируем эту обвязку. Вяжем. Так, что я сделала? Провязала высоту изнаночными петлями 3 сантиметра. Теперь выворачиваю это все наизнанку, весь следок, и буду крючком примонтирую петельки. Я уже половину сделала, вот так вот. Так закругляться это будет все. Смотрите, вот под крайним рядом у нас сразу проходят вот такие пунктирные петельки, вот такие вот белым цветом. Мы первый ряд набирали, вот они проходят. Сейчас одна петелька со спицы, одна петелька, вот поднимаем ее и будем их соединять. Так. Протягиваю ниточку, раз и два, все соединила.
Так, по одной соединю, примонтирую все вот эти вот петельки. Петельки. Одну со спицы, одну подняли. Все, привязали. Заканчиваем привязывать бейку. Все, привязываем до конца. Все, закончила я вязать тапочки. На сегодня все. Вот такие вот тапочки у нас получились. Всем легких петелек. Всем спасибо за просмотры. До новых встреч. Идем примерять. Все, готовы.